Приватность является неотъемлемым правом человека, и она закреплена в международном законодательстве. С одной стороны, нам бы хотелось, чтобы все знали о наших хороших поступках, и никто не знал о наших плохих поступках. Но неужели приватность нужна только тем, кто совершает плохие поступки? В мире, где каждый может выпускать свои деньги, а роботы справляются с любой работой гораздо лучше, чем человек, у нас будет две главных ценности. Это репутация и приватность. Казалось бы, эти две ценности вступают в конфликт друг с другом. Посмотрим, так ли это на самом деле. Допустим, есть очень богатый человек, все ему улыбаются, руку жмут, потом отворачиваются и говорят: общаюсь с ним только из-за бабок. И при этом есть какой-то буддийский монах, который сидит в четырех стенах, медитирует, не ест, не пьет, не обладает никакой собственностью. Все на него смотрят и говорят: вот это да, вот это сила духа. Репутацию нельзя приобрести за деньги. У робота нет репутации. Мы знаем, что робот не врет и не совершает плохих поступков не потому, что робот хороший, а потому что робот запрограммирован делать хорошие поступки и не врать. Мы переходим от экономики владения к экономике участия. Репутацию можно получить участием. Именно поэтому Илон Маск запускает ракеты в космос, роет подземные туннели для сверхскоростного метро, выпускает электромобили под управлением искусственного интеллекта. Все смотрят на Илона Маска и говорят: какой крутой, он участвует в таком большом количестве таких крутых проектов. Люди из предыдущей индустриальной парадигмы удивляются. Они говорят: Илон Маск, ты тратишь по миллиону в месяц на постройку ракеты на Марс. Ты мог бы вложить этот миллион в какую-то экономическую махинацию и через год получить 2 миллиона. Почему ты не зарабатываешь деньги? Почему ты их тратишь? Илон Маск им отвечает: ну понимаете, я не хочу накапливать. Я хочу участвовать в грандиозном проекте. Я строю ракету в космос. Человек приобретает хорошую репутацию тогда, когда другие знают, что он мог бы воспользоваться своим положением ради личной выгоды, но вместо этого не воспользовался, а сделал что-то хорошее для себя и окружающих. Но в то же самое время, чтобы обладать репутацией, надо быть публичной личностью, а не приватной. Приватная личность не может обладать репутацией. Например, есть Сатоши Накамото. Все о нем слышали, все его знают, его ищет ФБР, его хотят убить, его хотят наградить, но никто не знает, кто он такой. Сатоши Накамото не может воспользоваться своей репутацией. Он не может объявиться и сказать: здравствуйте, это я, Сатоши Накамото. Либо ему никто не поверит, либо если он сможет доказать, что это действительно он, скорее всего, его убьют. А может быть, он уже вообще умер. При этом приватность расширяет возможности личности. Приватная личность может делать почти все, что угодно. В то время как публичная личность сильно ограничена, потому что стоит публичной личности сделать что-то не так, и его репутация будет разрушена. Приватность нужна не только людям, которые совершают плохие поступки, но также и людям, которые совершают хорошие поступки, потому что злоумышленники пользуются личной информацией для совершения плохих поступков. Во-первых, нам бы хотелось, чтобы информация о том, как часто мы самоудовлетворяемся, не становилась общественным достоянием. И это очень здорово, когда наши друзья знают, где мы живем. Но нам бы не хотелось, чтобы любой мог получить информацию о нашем месте жительства. И, как правило, информацию о состоянии своего здоровья люди предпочитают не выкладывать на всеобщее обозрение. Часто возникают дискуссии, должны ли мессенджеры и социальные сети выдавать приватную информацию своих пользователей правонарушительным органам. Если правонарушительные органы могут получить приватную информацию тех, кто совершает плохие поступки, они точно так же могут получить приватную информацию тех, кто эти плохие поступки не совершает. Более того, правонарушительные органы будут использовать приватную информацию тех, кто совершает хорошие поступки, в своих личных интересах. Получается, что приватность является неотъемлемым правом не только тех, кто совершает хорошие поступки, но даже тех, кто совершает плохие. В новом мире цифровой экономики и распределенных структур приватность и публичность будут идти рука об руку. Изначально блокчейны были созданы анонимными, но не приватными. Анонимными значит то, что мы не знаем, кто стоит за адресом, но при этом у каждого есть возможность получить всю информацию о характере взаимодействия между этими адресами. Если мы знаем, что адрес принадлежит бирже и какой-то другой адрес постоянно посылает транзакции туда и обратно, мы прекрасно понимаем, что за этим адресом стоит трейдер. Если же какой-то адрес купил токены, а после этого никуда их не отправляет, мы прекрасно понимаем, за этим адресом стоит инвестор. Чем больше взаимодействий между адресами, тем легче нам узнать, кто же стоит за адресом.
Проблему отсутствия приватности в блокчейнах осознали достаточно быстро. Решение пришло с протоколом Zero Knowledge Proof. Это значит доказательство с нулевым разглашением. Одним из самых ярких примеров приватных блокчейнов является Monero. Спецслужбы США даже предлагают вознаграждение тем, у кого получится рассекретить пользователей Monero. Но пока это так ни у кого и не получилось. Более того, у последователей Monero даже есть своя церковь приватности. Но время не стоит на месте, и в экосистеме Cosmos появился блокчейн Secret Network. Этот блокчейн впервые создал смарт-контракты, которые позволяют вам создавать секретные токены. Внутри блокчейна Secret Network действует токен SKRT. Сам токен SKRT не является приватным, он является таким же публичным, то есть каждый может видеть транзакции SKRT между пользователями. Но при этом существует смарт-контракт, который позволяет вам превратить токены SKRT в секретные токены SKRT. В то время как транзакции токенов SKRT записываются в блокчейн, сам процесс переделки токенов SKRT в Secret SKRT не записывается в блокчейн. Благодаря смарт-контракту, который может превращать публичные токены в приватные токены в пропорциях 1 к 1, туда и обратно, у разработчиков появляется возможность создавать децентрализованные аппликации, которые будут также обладать приватностью. У нас появилась возможность создания сервисов, которые будут предоставлять нам как публичные услуги, так и приватные услуги. Например, если вы хотите оплатить медицинские услуги, вы бы не хотели, чтобы информация о том, за что вы платите, была доступна всем. Secret Network позволяет создавать децентрализованные приложения, которые будут предоставлять как публичные, так и приватные услуги. И при этом пользователи могут быть уверены, что их личная информация не станет общедоступной. Так как Secret Network является блокчейном на Cosmos SDK, то он может легко присоединяться к любым другим блокчейнам. Поэтому Secret Network приносит в экосистему Cosmos приватность. Более того, скоро сервис имен StarName, который является как раз сервисом, нацеленным на публичность, интегрирует в себя Secret Network. Таким образом, в экосистеме Cosmos приватность и публичность будут действительно идти рука об руку. Каждый сможет создать себе звездное имя, присоединить к нему секретный адрес, а после с этого секретного адреса, благодаря кошельку Kepler, создавать приватные токены. И уже никто не сможет узнать, куда же направлены эти приватные токены. Это даст нам уверенность в том, что когда я оплачиваю сервис по доставке еды ко мне на дом, информация о том, где я живу, не станет общественным достоянием. Как результат, у каждого человека появится возможность обладать как репутацией, так и приватностью. Каждый из нас сможет быть одновременно и публичной личностью и защитить свою личную информацию от злоумышленников и правонарушительных органов. Хотелось бы, чтобы на этом вопрос приватности и публичности был закрыт. Но в скором времени появятся квантовые компьютеры, которые обладают такой огромной вычислительной мощностью, что легко будут ломать старые алгоритмы шифрования. Но при этом появятся новые квантовые алгоритмы шифрования. И мы перейдем в эру квантовых блокчейнов с квантовой приватностью и с квантовой публичностью. Появление квантовых чейнов как раз и будет знаменательным переходом от блокчейнов третьего поколения к блокчейнам четвертого поколения. С вами был Владимир Понимающий. Ждите наших новых выпусков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Sexy BTC. Нам нечего скрывать, кроме своих приватных ключей. Только это секрет. Найдите в Telegram русскоязычное сообщество Secret Network и напишите туда о том, что вы посмотрели видео и хотите, чтобы ваши личные данные не стали общественным достоянием. Подробности в описании. Только это секрет.